Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем обсуждать смесь носорога с единорогом. Почему? Потому что Meizu 20 Pro, которая у меня сегодня будет на обзоре, о котором вы сегодня услышите, это нестандартный смартфон. Чем именно? Тем, что 2 года этот бренд отсутствовал фактически на рынке, пришел и сделал нам 3 модели. 2 из них уже продаются, Meizu 20 и Meizu 20 Pro, и вроде бы Ultimate, или как там они его, Infinity назвали, будет продаваться чуть позже. Это практически одинаковые смартфоны с разной диагональю экрана. У Meizu нет никакой защиты от влаги, и здесь нет никаких фишек из разряда мини-джеков, особого внешнего вида, потому что этот смарт, как вы увидели по обложке, смесь Samsung с айфоном, или еще каких-то интересных штуковин. В первую очередь интересно это то, что у них прошивка осталась с та же. Что из великолепного я должен вам сейчас рассказать, чтобы вы подумали, что, может быть, стоит его купить. Ну, первое, разумеется, он классно выглядит. Второе, прямые грани. Третье, это Snapdragon Gen 2. Четвертое, здесь UFS 4.0 и очень быстрая память. Синтетика, это за 135 тысяч внутренняя память показывает в Antutu по storage тесту. 1 300 000 баллов в Antutu, разумеется, смартфон выбивает. Минимальный шим в моем случае. Почему в моем, вы узнаете чуть позже. Смартфон сильно не лагал, кому-то, возможно, будет больше нравиться съемка именно с него, а не с устройств, с которыми я его сравнивал. Это был Huawei P60 Pro, в обзоре на него вы можете увидеть сравнение. И это Oppo Find X6. На Oppo Find X6 обзора еще не было, он будет в перспективе, но сегодня в обзоре по фото и видеосъемке я сравню именно с ним. Для чего? Чтобы вы понимали, что в те же деньги есть разные девайсы, и они могут быть на андроиде, и они могут быть не только на андроиде, включая Huawei, и снимать они будут совсем по-другому. Спойлер, разумеется, лучше. Но вы либо фанат Meizu, либо хотите в малые деньги купить большой смартфон с классными характеристиками, которые позволят вам наслаждаться. И что же там с этой супер яркостью, что же там с шимом, что у нас со стабильностью работы, разумеется, вы узнаете в ролике. Смотрим. Распаковка. Поставляется данный смартфон в такой же упаковке, как и 20-я модель. Распаковки можете посмотреть в шортсах у меня на лайв-канале. Интересно, как они версию Ultimate будут продавать. На упаковке есть название модели, а также краткие характеристики. Пакинг хороший, но не сказал бы, что ощущается премиум, там, допустим, как у OnePlus. Далеко нет. В комплекте мы имеем сам смартфон с защитной пленкой, чехол, блок питания с китайской вилкой на 80 Вт, довольно длинный кабель для зарядки с USB Type-C на USB Type-C, краткое руководство, ключ для извлечения прорезиненного слота на 2 нано-сим-карты, к сожалению, карту памяти запихать нельзя, не гибридный он, габариты устройства 162 на 76 на 8,2 мм без блока камер, а вместе с ним 9,8 мм. Вес устройства 210 граммов, розыгрыши море, не забудьте подписаться, постоянно это 5 Mi Band 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. 9 мая еще будет стрим, посвященный презентации Poco F5, и там я расскажу условия, как я этот Poco F5 и разыграю среди вас. На лайв-канале можете посмотреть розыгрыш уже за апрель месяц. Каждый месяц мы там встречаемся в конце месяца и разыгрываем Mi Band или еще что-то. Допустим, Xiaomi 13 разыгрывали. Подписывайтесь с колоколом, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Продается смартфон Meizu 20 Pro в темно-серой, серебристой и золотой расцветке. Про дизайн, я думаю, повторяться не стоит. Тыльная часть выполнена из матового стекла, а рамка алюминиевая. Единственное, что оставили от прошлых Meizu, это вспышка. Такой вот привет фанатам. Сборка хорошая, как и качество материалов. По эргономике все стандартно. Комфортнее его использовать в чехле, чем без него, разумеется. Как и яблоки. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, как и в 20-й версии. К слову, на Meizu 20, повторяюсь, уже обзор был на канале. 2 микрофона, основной динамик и разговорный, который также выступает в роли основного. Качество звука не вау, но не самое мрачное, что я слышал, такое вот псевдостерео. ИК-порт завезли, а вот мини-джека нет. Вибромотор тактильно приятный, но не топовый. Также есть кнопка M-Back в нижней части экрана, у которой можно настроить силу нажатия. С одной стороны, по мне это лишнее, с другой стороны, это его фишка. Защита от воды класса IP68 отсутствует, то есть топить его нельзя. И это приличный такой минус, я бы сказал, основной. Летим дальше. Смартфон оснащен E6 AMOLED дисплеем с
технологией LTPO на 6,81 дюйма и разрешением 3200 на 1400 пикселей. В настройках можно изменить разрешение экрана, но, как по мне, когда ты покупаешь смартфон с таким разрешением, нечего его уменьшать. Лучше уж тогда приобретать смартфон подешевле с худшим разрешением, правильно? Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus, соотношение экрана к корпусу 93,95%. Широкая цветовая гамма 100% DCI-P3, контрастность 8 миллионов к 1, есть поддержка HDR10+, The Real Engine 20 Pro также удостоился сертификации SGS защиты от синего света, плотность пикселей 515 ppi, что прям отлично. Можете использовать его как читалку, рекомендую. Пиковая яркость 1800 нит, но это только пиковая. Да, вы можете установить автояркость, после этого супер яркость и получить более-менее приятные значения, но в этом случае смарт первое будет греться, второе, он рано или поздно, а скорее рано будет сбрасывать яркость, и третье, он будет очень быстро поедать батарею. Ну и четвертое, все прекрасно знают, что AMOLED-экраны выгорают. Если ты его используешь в ультра-режиме, у тебя будет не год, два, три, а скорее всего год. Но в использовании при прямом попадании света на экран, к примеру, в солнечный день, яркости в целом даже без автояркости мне было достаточно. Частота обновления экрана максимум 120 Гц с динамическим режимом. Притом здесь я хочу отметить, что мне кажется, что у Meizu 20 Pro, так как проблема в производстве, вы можете почитать новости, у них не хватает девайсов на продажу, и в конце я расскажу почему. Скорее всего, стоят разные экраны в смартфонах. И если вы посмотрите блогеров, у кого-то показывал 1 Гц, у меня показывал, у кого-то он не показывал. У кого-то шим космос, у кого-то шим адекватный, даже без активации DC-димминга. Шим на 100% яркости 16, на 70 15, на 50 16, на минимальной 36, на нуле 16. Я также смотрел несколько обзоров, и не может быть такого, что без активированного DC-димминга у меня такие данные. Я уверен, что ни у кого из нас приборы неисправны, и это приводит к выводу, что экраны у Meizu разные, друзья. Потому что, опять же, мы все это тестировали на одной и той же прошивке. Результат средний. У меня лично глаза от экрана не уставали, это вам не Samsung, но у людей, которые восприимчивы к шиму, однозначно при длительном использовании могут ощущаться дискомфорт. Полноценный Always On дисплей в наличии, мультитач на борту, но на 10 касаний экран откликается не очень быстро и хорошо. Хотя, опять же, вы скажете, а кому нужны 10 касаний? Это все в цену экрана. Далее, разблокировать экран можно при помощи ультразвукового сканера отпечатков пальцев Ultrasonic M-Touch версии 2.0, внедренного экран и распознавание лиц. Сканер отпечатков пальцев работает шустро и корректно, но заводятся отпечатки пальцев безумно долго, а распознавание лица срабатывает хорошо даже под небольшим углом. Зарегистрировать можно 5 отпечатков пальцев и 2 лица, за что плюс. Разблокировка у меня проходила без проблем. Хотя, опять же, площадь соприкосновения с пальцем не такая, как у тех же аппаратов Vivo. У Vivo это намного удобнее. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 740, операционная система Fly ME 10 на базе Android 13 версии. Интерфейс доступен только на китайском и английском языке, как и в 20 версии есть большое количество функций для удобного использования, так как операционка такая же. Оперативная память LPDDR5X на 12 ГБ, внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 или 512 ГБ. Также есть версия на 128 ГБ, но в ней используется медленная память для данного процессора UFS 3.1. Не делаем глупости, если берем, то только на 256. Лучше доплатить, сразу купить на 256, и у вас получится двойной прирост скорости внутренней памяти. Имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, поддержка Dual 5G сетей с технологией M-Smart 5G версии 3.0, что не для всех актуально, но хорошо, что она есть. И не как у Huawei P60 Pro, где нужно докупать чехол, чтобы получить 5G. Вы можете рассказывать, что вам 5G не нужно, но, друзья, если у вас есть $1000 на Huawei P60 Pro, я предполагаю, что вы иногда, но летаете или катаетесь туда, где есть 5G. Вполне возможно, я не прав. Для 4G есть Band 7 и 20 у Meizu, связь смартфон ловит отлично, датчик приближения отрабатывает корректно. Bluetooth версии 5.3, NFC-модуль в наличии, можно устанавливать MirPay без проблем и оплачивать покупки NFC-модулем. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров, что стандартно для Qualcomm, и зато стабильно. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-Mark 6 часов 44 минуты, осталось 20%. В отличие от Meizu 20, у которого было 5 с копейками часов. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 80 Вт, беспроводную на 50 и реверсивную. Заряжается от 0 до сотки в среднем у меня за 36 минут. За 1 час просмотра видео на YouTube в автояркости у меня уходит примерно 4% заряда, на максималке 6. За 1 час игры уходит в среднем у меня 18% в час. Переходим к тестам. Тротлинг-тест проходит стабильно 318 гипсов минимально, максимально 386, в среднем 318 на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6 в 3D-марке данный смарт выдал слегка меньше, чем Meizu 20 в сингл-коре, 1333, в мультикоре 4172
32, 3D Mark показал Wildlife Maximum, Wildlife Extreme 3560, Wildlife Stress Test 11816, Wildlife Extreme Stress Test 3529, Slingshot Extreme и Slingshot на максимуме. Вантуту выдал результат в 1 259 000 баллов. Storage показал шикарные 138 тысяч, а результаты теста искусственного интеллекта 3 864 000. Теперь про камеры, которые здесь, я считаю, это слабое место данного устройства. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров, каждый по 50 мегапикселей, и кольцевой LED-вспышкой. Основной сенсор GN5, сверхширокоугольный сенсор с углом обзора в 129 градусов и телефотосенсор. Запись видео доступна с основного модуля максимум 8К 30 FPS, 4К 60 FPS и ниже. Оптическая цифровая стабилизация в наличии. Фронтальный сенсор на 32 мегапикселя находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео фронталки 4К 60 FPS, за что огромный плюс. В стоке есть небольшое количество различных вспомогательных функций, режимов. Ко всему используются улучшенные алгоритмы для работы в ночное время суток с портретами и не только. Данный смартфон я уже сравнивал с Huawei P60 Pro, посмотрите обзор. Из минусов выделю перекрученные цвета, особенно на фронталке, кроп конкретный, чуть ли не в 2 раза. Шумы, даже при достаточном освещении, слегка смазанную картинку при видеосъемке со стабом. Как по мне, качество видео и фото среднее. Короткие примеры вы сейчас увидите. 60 FPS, Meizu 20 Pro, и вот сейчас вы видите окончание шоу динозавров. Вы можете сравнить динозавров, крокодилов, которые похожи на динозавров. Насколько один смартфон лучше снимает другого. Хотя здесь, кстати, можно и поспорить. Вы посмотрите, как Oppo Find X6 не справляется с тем, что позади здания. И что делает Meizu. Вау. 4К 60 FPS, и можете наблюдать жирафиков в движении, так же как папоротники. А вот слоны, да, слоны уже исчезли, но ничего, будет в другом обзоре. Пример со слонами. Скоро будет вблизи основная камера. Смотрите, как Meizu лучше работает, чем Oppo. Очуметь. Нестандартное сравнение, 4К 60 FPS, жираф. И вот так вы сможете снимать жирафа и представителей из Азии спокойно. Притом, по мне, Meizu снимает лучше. Oppo Find X6 не Pro и Meizu 20 Pro. Сравнение камер. Фонтан. Вы видите облака, и цвета правильнее передает Oppo. Meizu прям перекручивает их конкретным образом, как в принципе у Meizu в 20. Обзор уже на канале. Как работает стаб, насколько кроп вы можете видеть, но я не вижу, чтобы здесь был какой-то космический кроп у обоих смартфонов. Опять же, относительно друг друга. Как работает автофокус, тоже видите. И в целом вот так вы сможете снимать какие-то объекты. Ну и плюс у Meizu, что вы можете на ультраширик перейти, на X2. И все в режиме блока тоже можете поставить. Нормально снимают оба смарта. Здесь уже вопрос предпочтений. Если брать пейзаж в тумане, это абсолютно сложная, разумеется, съемка. Вы можете посмотреть с других аппаратов, много у меня подобных примеров. То, что сделала Meizu, оно сделало вот что-то из разряда, я его слепила из того, что было, потому что такое количество шумов я не видел ни на одном из флагманов. К сожалению, вот так. Теперь все дружно смотрим на то, что может ультраширик. Для того, чтобы понять, что может Meizu, вот у нас он выставил апертуру 2.2, ISO 438 в автомате сделал. А после этого у нас великий ужасный Oppo Find выставил апертуру 2.0 и ISO 125. Насколько кто угадал? Вот смотрим первое. По очертанию человека. Разумеется, здесь по мне и по цветам, и по тому, как много информации лидер Oppo. Если смотреть по углам замыливания, здесь вообще все просто. Вот смотрите у Meizu капельки, и вот смотрите у Oppo капельки. Где вам больше нравится, я вам скажу, что на откалиброванном экране здесь круче. Посмотрите, если что, в моем телеграм-канале я скину исходники. Ну а апогей — это мы смотрим на здание со шпилем. Шпиль есть у нас на Oppo, пусть не идеально все, и все размыто, и шумы, но то, что сделала Meizu, сделала, скажем так, Meizu. Что же, можно сравнивать уже Meizu 20 Pro по фотографии. Что
Что можно сказать сразу про фронталку Meizu 20 Pro? Она на уровне смартфонов за 12 тысяч. То есть у нас лицо мыльное, цвета не соответствуют, но если говорить о детальности, то в каком измерении или пространстве кому-то покажется, что Meizu лучше. Фотографировал я несколько раз. Oppo Find X6 в принципе фотографирует очень круто, даже по сравнению с Xiaomi 13 Ultra. Обзор, кстати, будет на канале, я буду их сравнивать. И в целом, если смотреть на фотографию от Meizu, мы видим, что он никакие облака не пытался вытянуть. Здесь просто все в прямом смысле замазано. Если брать Oppo, то он что-то сделал еще, вытягивая пытался. С цветами беда. Разумеется, рубашка с текстурой правильная вышла на Find. В целом, по фронталке закончили. Если брать предметную съемку, опять же, на Meizu 20 Pro, вот смотрим, основной модуль у нас 2.2 апертура, ISO 828, освещение было равномерное, в торговом центре я снимал, то, в принципе, какие-то объекты вы сможете фотографировать, и, возможно, вам будет что-то нравиться. Но здесь, опять же, размытые края, все стандартно, и я бы сказал, что в телефоне за эту стоимость могло бы быть все получше. Как вы поняли, сравнивать нет смысла. Но вот расскажу вам конкретно про Meizu 20 Pro, что заметил я. Опять же, скачаем исходники и смотрим. Если брать пейзаж, допустим, вот он основной модуль, вот он камень, вот у нас апертура 1.9, ISO 200 он выставил. И вроде бы все неплохо, если вы делаете его очень маленьким. Но если вы начинаете приближать, вот это вот вырезание камня, как будто это фотошоп непонятно какого года, это размыливание по краям, это перекрученные цвета, то есть то, что вы видите, ощущение, как будто рисованная игрушка. По факту это не рисованная игрушка, это фотография в довольно комфортном освещении во время заката, никаких здесь ни зайчиков нет, ни источников освещения, ничего, вот просто ничего не движется. И ощущение реально, что он взял, просто выкрутил все по максимуму, цвета ядовитые и абсолютно не отражают действительно. Если брать небо, то облаков нет, хотя есть. Ну и если кто-то знает, чтобы понять по поводу цветов, как выглядят фрукты, пожалуйста, мандарины, непонятно почему не в фокусе, с основного модуля притом. То есть у нас апертура 1.9, 35 мм, вроде бы все в огне. Но в то же время вот здесь фотография вырезай, и вроде все прилично. Немного дальше перекрученная по цветам футболка. Непонятно почему здесь все в мыле, здесь не в мыле. Может быть, кому-то такие фото будут нравиться, но по мне даже с простыми какими-то объектами Meizu справляется из рук вон плохо. И шумы здесь, и все вообще. Просто все. 4К 60 FPS, основная камера Meizu Pro. И наблюдаем, как бедные животные, обдолбанные, мучаются. И фронталка. Ультраширика нет на фронталке, что естественно. Это было 1080p 30 fps, а вот сейчас 60 fps. Вряд ли кто-то будет снимать лошадей, но так в 4К 60 fps вы сможете снимать лошадок, если вдруг решите. Жара, много света и голова после байка. С другой стороны, великий ужасный Meizu 20 Pro сделает даже без бьюти режима вас посимпатичнее. Единственное, да, скин-тон и цвет кожи будет прыгать. Но всегда можно, как говорится, покрасить. Вот так примерно вы сможете снимать себя в не лучших помещениях для съемки. Немного есть ощущение дешевой камеры, но опять же надо смотреть на большом экране. В целом неплохо. Цвета вообще не натурально передают, конечно, как и цвет лица. Но зато ярко. Многим нравится ярко. 4К 60 fps, ультраширик с автофокусом. Минусы: нет мини-джека, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD, старый USB разъем, нет защиты от влаги и пыли класса IP68 и просто море конкурентов, которые в те же деньги дают больше. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Приходите на стрим про Poco F5, посмеемся, я думаю. Хотя, опять же, все зависит от них. Если они поставят адекватный ценник, смеяться будут они, а мы будем радоваться. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете
проекту и за просмотр всем особое спасибо. Выход снимаю обычно на смартфоны, но в этот раз не на смарт. Почему? Нет, не потому что Meizu очень плохой, я просто его потерял. И потерял я его как раз в день издания обзора. Это будет вторая часть вывода, а первая часть эпилога очень проста. Я не буду вам говорить, стоит ли его покупать. Его стоит покупать только в одном случае, если вы фанат Meizu. Во втором случае покупать его не стоит, стоит купить какой-нибудь Xiaomi 13 Pro, который в китайской версии, но перешитый на глобалку, стоит на Алиэкспрессе сейчас, я снимаю этот ролик, 52 тысячи рублей. Те же деньги, только вы получаете защиту от влаги, более крутой экран, более оптимизированное ПО с бешеной поддержкой, еще на черт знает какое время. Но мы не будем о грустном, будем о веселом. Что веселое можно сказать про Meizu? Если вы фанат, вы можете апеллировать фактами из разряда Meizu продали столько устройств, что у них 9 апреля понадобилось даже отдельные фото управляющего с завода посылать, чтобы те, кто заказали этот смарт, все-таки его получили. Его не так просто купить. Сколько штук они продали, они не сказали. Но из этой новости я понял, что своей производственной линии у них раз нет, два, контроля качества никакого. Почему никакого? Потому что, если вы обратите на мой обзор, еще несколько обзоров на YouTube, внимание на анализ экрана. Так вот, экран у Meizu 20 Pro у меня отличается от экранов у других блогеров. И не только тем, что мне кажется, у меня было LTPO, у кого-то не было. Мне кажется, что у меня шим минимален, у кого-то он зашкаливал за 20 всегда без DC-диминга. У меня без DC-диминга он один раз показал выше 20%. И вот так можно долго и упорно танцевать, потому что максимальная яркость у меня была вообще никакой и в автояркости. Если говорить о возможностях камеры, он проигрывает практически всему. Даже iPhone 11 какому-нибудь он будет проигрывать, не говоря уже о каком-нибудь Oppo Find X6. Я теряю смартфон постоянно. Я терял свой iPhone, на который я снимаю iPhone 14 Pro Max и iPhone 13 больше 40 раз. Помимо этого iPhone SE 2 терял, и каждый раз магия яблока в том, 100% его найдешь. Ну, во всяком случае, если там кто-то не решит его на разборку отправлять, либо в какой-то совсем стране мрачной, где ты не можешь найти смарт по локации потом, или ты улетаешь. Проще говоря, сколько раз я не терял смартфоны, айфоны, я всегда их находил. С Android устройствами была примерно такая же история, когда там была симка, но я четко понимаю, что человек может сделать вайп, просто стереть все и продавать этот смарт и пользоваться им без проблем. Так вот, это именно такая история. Meizu 20 Pro я потерял, очередной раз ощутил, что у Android устройств есть один огромный минус, да, это возможность потерять и не найти. И повторяюсь, что яблоко даже за последний месяц я 2 раза оставлял, один раз в магазине, один раз в такси, и оба раза мне их возвращали, привозили обратно, не потому что, ну, я верю, что люди добрые и душевные, но айфоны практически не воруют. Я не пиарюсь сейчас яблоко, у меня не было обзора на мой iPhone 13 Pro Max, каждый раз напоминаю, не было обзора на 14 Pro Max, которым я пользуюсь для подсъема, не было на Apple Watch Ultra, и это оверпрайс, это отдельная история, мне они нужны для автофокуса при съемке различных объектов. Притом я стараюсь от этого уйти, и я стараюсь снимать на камеру. Но, возвращаясь к нашим баранам, стоит ли покупать Meizu 20 Pro? Хотя бы потому, что можно купить за 52 тысячи Xiaomi 13 Pro. Это цвет, блеск, красота. За эти же деньги у конкурентов, у А-брендов вы получаете больше. В этом случае стоит ли смотреть на Meizu 20 Pro именно? Конечно же нет. Meizu 20 имеет 20% выгоды относительно своих конкурентов на Snapdragon Gen 2 у А-эшелонов. Или Motorola, опять же, та же. Тоже будем считать вторым эшелоном. Вот между них можно выбирать в их диагонали. У 20 Pro слишком большое количество различных моделей. Вместо него вы можете купить что угодно и радоваться не меньше. И нет, я не говорю о ZTE. ZTE это тоже не первый эшелон. Надеюсь, вам подход понравился. Надеюсь, хейтеры порадовались, что я утерял Meizu 20 Pro. Кому понравилась история, ставим лайк. Кто радуется, что я потерял смарт, ставим 2 лайка, пишем в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Meizu 20 Pro классный смарт. Его бы у меня купили в тот же день, как и Meizu 20. Но это именно из разряда интереса. Как только их станет много, их будет сложно продавать, поэтому я не советую вам приобретать данное устройство, если это ваш первый флагманский смартфон, если вы не знаете, что такое Meizu, и если вы не готовы потерять минимум 20% стоимости в перспективе, потому что в те же деньги альтернатив море. Девайсу от меня однозначно нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья!